Приветствую, друзья! Сегодня продолжу разбирать самые резонансные события, которые происходят в мире. И давайте по порядку. Торговое противостояние между США и Европейским Союзом выходит на новый этап. В ответ на жесткие меры Дональда Трампа, введенные в его второй президентский срок, Брюссель был готов нанести ответный удар, однако решил дать еще шанс переговорам. После того, как 12 марта Европейская комиссия объявила о введении ответных пошлин, они должны были вступить в силу уже с 1 апреля. Но в последний момент в Брюсселе решили этот шаг отсрочить. Теперь новая дата намечена на середину апреля. Пресс-служба Еврокомиссии объявила такое решение стратегической необходимостью. Цитата. «Эта отсрочка даст нам больше времени для переговоров с администрацией Соединенных Штатов Америки», заявил официальный представитель Еврокомиссии в Брюсселе. То есть фактически это означает, что Европейский Союз пока не хочет обострять ситуацию и надеется найти компромиссное решение. Но европейские лидеры расходятся в данном мнении. Одни считают, что жесткий ответ США неизбежен, другие же предупреждают, что обострение торгового конфликта может нанести серьезнейший ущерб экономике Европейского Союза. Сам Дональд Трамп еще на прошлой неделе подписал указ, как вы знаете, согласно которому вводятся 25% пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. Эти ограничения вступили в силу уже в среду и стали первыми серьезными торговыми мерами, которые принял Дональд Трамп после возвращения в Белый дом. Европейский Союз не остался в стороне и сразу же подготовил ответные меры, которые должны были ударить по ряду американских товаров, включая, например, автомобили, виски и сельскохозяйственную продукцию. Решение Брюсселя ввести ответные пошлины на ряд американских товаров, включая джинсы, виски и мотоциклы, должно было вступить, как я уже сказал, с 1 апреля. Этот шаг, друзья, был временно отложен, что, однако, не снизило накала торгового конфликта между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Дональд Трамп незамедлительно отреагировал на действия Европейского Союза, угрозы ввести мощные ответные пошлины. По его словам, Вашингтон готов обложить налогом, внимание, 200% европейское шампанское, вино и другие алкогольные напитки. 200%. Такой шаг особенно болезненно ударит по Франции, то есть крупнейшему производителю высококачественного вина и элитного алкоголя. Если данная ситуация, друзья, продолжит развиваться по сценарию эскалации, то под удар попадет и Германия, которая из-за сильной зависимости от экспорта может оказаться в числе главных проигравших. Введение новых заградительных, назовем их так, пошлин значительно осложнит поставки немецких товаров в Соединенные Штаты Америки, что может негативно сказаться на экономике Германии. Например, для крупнейших немецких автоконцернов и тех же промышленных гигантов подобное развитие ситуации обернется миллиардными убытками. Здесь примечательно, что Брюссель выбрал мишенью своих пошлин товары, производство которых сосредоточено в республиканских штатах. Именно эти ограничения копируют меры, которые Европейский Союз уже вводил тогда во времена первой каденции Дональда Трампа, когда тот обложил пошлинами европейские сталь и алюминий. Ожидается, что в ближайшие недели Европейский Союз расширит данный список попадающих под санкции, что может еще больше обострить ситуацию и привести к полномасштабному торговому конфликту. В то же время, пока некоторые лидеры Европейского Союза выступают за решительные шаги, другие предупреждают о возможных рисках. Так, премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил сомнение в целесообразности налоговых санкций против американских виски, назвав их ошибкой. А премьер-министр Италии, все вы ее знаете, Джорджа Мелони, прямо заявила, что не уверена, стоит ли Европейскому Союзу ввязываться в эту спираль новых пошлин. Таким образом, пока Брюссель демонстрирует готовность защищать свои экономические интересы, внутри Европейского Союза все громче звучат голоса, которые призывают не доводить конфликт с США до точки невозврата. И у меня еще одна новость про Европейский Союз. Это Европейская комиссия сейчас предупреждает о необходимости срочного усиления оборонного сотрудничества между странами Европейского Союза. По мнению руководства Евросоюза, существующие недостатки в оборонных возможностях должны быть незамедлительно устранены. Особое беспокойство вызывает тот факт, что Россия сейчас активно перестраивает свою экономику на военные рельсы. В Брюсселе рассматривают это как
подтверждение долгосрочной агрессивной политики, агрессивной стратегии Москвы. Именно в связи с этим странам Европейского Союза необходимо ускорить процесс укрепления коллективной общей безопасности, чтобы быть готовым к любым возможным сценариям. И внимание! В опубликованном документе Европейская комиссия четко обозначает необходимость повышения военных расходов. Брюссель призывает страны-члены Европейского Союза увеличить инвестиции в оборонную промышленность и усилить совместное военное производство и объединить все усилия в закупках вооружения. Высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что мировой порядок меняется так, как не менялся с 1945 года. Она назвала текущий момент критическим для безопасности всей Европы. Особое внимание стратегические документы Европейского Союза уделяют именно необходимости устранения критических пробелов в обороне. Это касается, например, систем противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерии, ракетного вооружения и боеприпасов, современных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, также логистики и защиты ключевой инфраструктуры и развития искусственного интеллекта и кибербезопасности. В документе, который был подготовлен под руководством главы Еврокомиссии, все вы ее тоже знаете, Урсула фон дер Ляйен, содержится прямое предупреждение. Если Россия добьется своих целей в Украине, то ее территориальные амбиции не остановятся на этом. Аналитики Евросоюза уже прогнозируют, что Москва может попытаться расширить свою сферу влияния уже к 2030 году. В этом контексте укрепление коллективной обороны Европы, как вы понимаете, становится не просто стратегической задачей, а вопросом выживания всей Европы. Брюссель четко дает понять, время дипломатических заявлений прошло, и теперь ЕС должен действовать решительно, чтобы не оказаться в уязвимом положении перед лицом растущей угрозы. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, Россия полностью перестроила свою экономику под военные нужды. Она подчеркнула, что 40% государственного бюджета Российской Федерации направляется именно на армию, что является беспрецедентным уровнем милитаризации. 40%. Каллас также указала, что независимо от текущих мирных переговоров по Украине, Москва делает ставку на долгосрочные военные планы. Такой масштабный переход на военные нужды рассматривается в Брюсселе как не просто вынужденная мера, а сознательная инвестиция в дальнейшую агрессию. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС больше не может зависеть от внешней помощи. Он резко высказался по поводу сложившейся ситуации. Цитата. «450 миллионов граждан Европейского Союза не должны зависеть от 340 миллионов американцев, чтобы защититься от 140 миллионов россиян, которые даже не могут победить 38 миллионов украинцев». Повторяю еще раз. 450 миллионов граждан Европейского Союза не должны зависеть от 340 миллионов американцев, чтобы защититься от 140 миллионов россиян, которые даже не могут победить 38 миллионов украинцев. Кубилюс подчеркнул, что Европа способна защитить себя самостоятельно, однако для этого необходима координация действий и усиленное финансирование оборонного сектора Европы. Я, друзья, вам напомню, что с аналогичными словами ранее выступил и премьер-министр Польши Дональд Туск, который также настаивал на необходимости снижения зависимости от Соединенных Штатов Америки в военных вопросах. Ситуация здесь осложняется еще и тем, что в Европейском Союзе нарастают сомнения в надежности гарантий безопасности со стороны США. После победы на выборах Дональда Трампа Брюссель стал всерьез, как вы понимаете, рассматривать возможность ослабления американской поддержки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо тогда заявила, цитата, «Архитектура безопасности, на которую мы привыкли полагаться, больше не воспринимается как нечто само собой разумеющееся». Эти слова подчеркивают растущие опасения Европейского Союза, что Соединенные Штаты все-таки могут изменить свою политику, особенно если Трамп решит сократить поддержку союзников. После начала вторжения России в Украину страны ЕС уже увеличили свои оборонные расходы более чем на 30%, то есть в период с 2021 по 2024 год. Однако Еврокомиссия настаивает не только на дальнейшем росте военных бюджетов, но и на масштабных структурных реформах.
В частности, в предоставленном белом документе по обороне предлагается: первое. Создать единый рынок вооружений в Европейском Союзе, упрощая закупки и сокращая бюрократические барьеры. Второе. Гармонизировать оборонные стандарты, чтобы улучшить совместимость военной техники между странами. И третье – это укрепить производство вооружений в Европе, уменьшая зависимость от поставок извне. В Брюсселе также напоминают, что сейчас военные рынки Европы раздроблены. По данным аналитиков McKinsey, ЕС сейчас эксплуатирует 19 различных типов основных боевых танков, в то время как в Соединенных Штатах Америки используется только один тип. Дональд Трамп, который не раз критиковал европейских союзников за недостаточное вложение в оборону, вновь выступил с жесткими требованиями. Он настаивает, чтобы страны НАТО в Европе существенно увеличили свои военные бюджеты и довели расходы на оборону до 5% от ВВП. Такой уровень затрат станет беспрецедентным для большинства европейских государств, где даже достижение условного ранее целевого показателя в 2% ВВП давалось с трудом. Тем не менее, позиция Дональда Трампа в этом вопросе остается неизменной. Он убежден, что Соединенные Штаты больше не должны нести львиную долю расходов на оборону Европы. Тем временем Москва резко осудила намерение Европы наращивать вооруженные силы. Российские власти заявили, что эскалация военных расходов в странах Европейского Союза – это не что иное, как подстрекательство к войне. По мнению Кремля, действия Брюсселя сейчас основываются на выдуманной истории о якобы существующей угрозе со стороны России. Однако эти заявления не успокоили европейских лидеров. Напротив, они напоминают риторику Москвы перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году, когда Россия также отрицала любые агрессивные намерения, но в итоге перешла к военным действиям. Чтобы профинансировать этот беспрецедентный рост военных расходов, Еврокомиссия уже предложила масштабный финансовый план, детали которого стали известны еще 2 недели назад. В нем предусмотрено, внимание, выделение 150 миллиардов евро через кредиты Европейского Союза, что должно частично покрыть расходы на перевооружение. Дальше. Смягчение строгих бюджетных правил Европейского Союза, чтобы военные затраты не попадали под стандартные ограничения по государственному долгу и дефициту. Третье. Общая мобилизация 800 миллиардов евро на военные нужды в течение следующих 4 лет. При этом Еврокомиссия планирует также ослабить бюрократические ограничения и упростить регулирование в сфере производства вооружений. Это позволит европейской оборонной промышленности быстрее разрабатывать и быстрее поставлять технику для нужд армии, что особенно актуально в условиях возможной долгосрочной конфронтации с Россией. Таким образом, Европейский Союз фактически переходит сейчас в режим форсированной милитаризации, стремясь сократить зависимость от США и одновременно подготовиться к потенциальным угрозам в будущем. Друзья, что вы думаете о милитаризации Европейского Союза и как, по вашему мнению, правильно ли поступил Брюссель, не вводя санкции против Вашингтона? Буду ждать ваших комментариев, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи и хороших вам новостей!